Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом заварного дрожжевого теста. Это необычное и очень удачное сочетание двух технологий – заваривания муки и брожения. Благодаря этому тесто получается особенно мягким, пышным и долго остается свежим. Оно отлично подходит для сладкой и несладкой выпечки, булочек, пирожков, пирогов, рулетов. С ним приятно работать, оно не липнет к рукам, хорошо поднимается и дает прекрасный результат. В теплое молоко, температура которого примерно 38 градусов, всыпаю сахар и всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю и оставлю постоять минут на 5-7, чтобы дрожжи подошли. В миску просеиваю муку. Часть муки я оставляю, буду ее потом добавлять постепенно. Для этого теста очень важно не забить его мукой. Добавляю соль, перемешиваю. Сегодня готовим особенное тесто. Для него надо часть муки заварить, делать так называемую заварку. Я делаю немного проще. Не делаю специально никакую заварку, а просто в муку выливаю крутой кипяток. И у меня уже получается часть муки заваривается. Не надо отдельно ничего варить. Посмотрите, получается вот такой своеобразный клейстер уже прямо в муке. На самом деле это очень просто и действительно упрощает процесс приготовления этого теста. Дайте вот этому участку теста немного остыть. Не вливайте сразу сюда дрожжи. Можно вот так вот немного перемешать еще с мукой. И теперь я сюда добавляю яйцо, добавляю сгущенку. Все ингредиенты для теста обязательно должны быть комнатной температуры. Сгущенку, например, я даже специально немного подогрела. Вливаю подошедшие дрожжи и растопленное сливочное масло. Сначала замешиваю тесто лопаткой. Добавляю оставшуюся муку и дальше буду домешивать тесто руками. Перехожу к замешиванию на столе. И сейчас очень важный момент. Вымешивать тесто надо достаточно долго, чтобы оно стало очень эластичным и мягким. Посмотрите, сейчас тесто у меня еще как будто вот такое липковатое, но муку я сюда не добавляю. Буду месить его, пока оно не перестанет приставать к рукам и к столу. Минимум 10-12 минут. Конечно, вы можете воспользоваться для этого тестомесом. Я же буду месить руками. Конечно, если вы чувствуете, что тесто у вас очень липкое, можно добавить немного муки. Заваривание муки позволяет улучшить вкус хлеба, увеличивает срок его хранения, он долго не черствеет. Мякиш становится более сочным и волокнистым. Посмотрите, какое в итоге тесто получается. Такое нежное, мягкое, эластичное, не прилипающее к рукам, к столу. Подкатываю его в шар. Беру миску, смазываю ее слегка растительным маслом без запаха. Тесто также перекладываю в миску. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Все, кто смотрит мои видео, знают, что обычно я ставлю миску в микроволновку, рядом ставлю стакан с горячей водой. У меня получается такой теплый шкафчик. При этом, конечно, микроволновку я не включаю. Посмотрите только, как подошло тесто. Оно у меня буквально выпирает из миски. Оно просто невероятное.